Привет, Арми! Это видео, пожалуй, самое неожиданное из всех, что я сняла с начала года. Не потому, что я не обращала внимания, не потому, что перестала верить, а потому что иногда, даже когда ты чему-то глубоко доверяешь, ты не ожидаешь, что это произойдет так внезапно, так громко, но при этом так тихо и интимно. И все же, вот мы здесь. Из-за нескольких простых постов, которые Хобби опубликовал 29 января 2026 года, я обнаружила, что не могу молчать о том, к чему я действительно не была готова. Ни эмоционально, ни морально. Даже как человек, который годами следил за Текуком, терпеливо ждал, наблюдал, соединял точки, которые другие отказывались видеть. Это не должен был быть большой день, по крайней мере, так казалось сначала. Не было обратного отсчета, не было официального объявления, не было драматического нагнетания обстановки. На самом деле, в эти дни молчание стало нормой. Такая тишина, которая наступает постепенно, когда ты учишься не оживать слишком многого. Не потому, что надежда исчезла, а потому, что ты понял, как работает эта индустрия. Ты учишься сдержанности, ты учишься терпению, ты учишься оставаться наедине с неразрешенными вопросами. Поэтому, когда Хобби опубликовал пост, непринужденно, почти без усилий, это застало меня врасплох. Я не ожидала контента, я не ожидала обновлений, и уж точно я не ожидала этого. Потому что внезапно, благодаря Хобби, мы узнали нечто, что казалось одновременно простым и грандиозным. Они вместе пошли поужинать. Не просто с кем-то, а вместе с Чимином, который появился на той самой фотографии, которой поделился Хобби. Для кого-то это может показаться обычной деталью, но для тех, кто следит за событиями, для тех, кто понимает, насколько редки такие моменты, это было похоже на то, как будто нам вручили кусочек пазла, который мы, возможно, больше никогда не увидим. А потом был Текук. Конечно, был. Они сидели рядом за обедом точно так же, как и всегда. Точно так же, как и всегда. Никакого объявления, никакого подтверждения не требовалось. Это было видно просто по виду, потому как Чонгук, казалось, был готов сесть прямо рядом с Тэхьоном, хотя оба на мгновение отвлеклись на что-то позади себя. Это не было постановочным. Это не было вынужденным. Это было инстинктивным. Такое движение, о котором не задумываешься, потому что тело уже знает, где ему место. И это первое, что меня поразило. Я помню, как долго смотрела на фотографию, пытаясь понять, почему у меня так сжалось сердце, почему мое сердце билось быстрее из-за чего-то, что на первый взгляд казалось таким простым. Два человека сидят близко, два друга наслаждаются едой. Ничего особенного. Но это было все. Потому что я действительно не ожидала, что Хобби что-нибудь опубликует в последнее время. Мы привыкли к промежуткам, тишине, тщательно выверенной дистанции. Видеть Текука в таком состоянии, явно наслаждающегося обществом Хобби и Чимина, но при этом настолько близко друг к другу, что это невозможно было не заметить, было настолько ошеломляющим, что я не могу это полностью объяснить. Это не было кричащим, это не было драматичным, но это было безошибочно. Они не пытались привлечь внимание, и все же внимание было неизбежным. В близости есть что-то глубоко раскрывающее, что не требует, чтобы их видели. Когда два человека не отстраняются, не поправляют себя для камеры, не вспоминают внезапно, что весь мир наблюдает. Когда они остаются такими, какие они есть, даже зная, что кто-то другой может это заметить. И тогда я поняла. Дело было не просто в фотографии за обедом. Дело было в комфорте. Дело было в привычности. Дело было в таком присутствии, которое не требует разрешения. В тот момент я уже чувствовала себя подавленной. Я уже тогда почувствовала, что получила больше, чем ожидаемо в этот случайный январский день. Я думала, что на этом все, что я посижу с этим чувством, проиграю образ в голове и постепенно успокоюсь. Но потом я продолжила листать ленту. И вот тогда все изменилось. Потому что появилась та фотография. Та, которая меня совершенно остановила. Та, от которой у меня на секунду похолодели руки. Та, которая, как я уже знала в глубине души, будет жить в моей голове без арендной платы очень-очень долго. Фотография, которая свела нас всех с ума. Тэхьон и Чонгук, мило позирующие, стоят близко, держатся за руки. Действительно держатся за руки. Не просто касаются друг друга пальцами. Не стоят плечом к плечу.
Не какой-то неоднозначный ракурс, из-за которого можно спорить. Их пальцы были переплетены, крепко, намеренно. Оба они застенчиво улыбались, почти одинаково, словно разделяя одну и ту же сокровенную мысль, одно и то же тихое волнение, одно и то же невысказанное понимание. У меня действительно нет слов, чтобы описать то, что я почувствовала в тот момент. Я помню, как снова пересматривала фотографии хобби, просто чтобы убедиться, что мне это не кажется. Как будто моргнуть, и оно исчезнет. Как будто сама реальность вдруг поправит меня и скажет: «Нет, ты это неправильно увидел». Но это было там. Ясно, неоспоримо. Жемчужина, спрятанная среди случайных постов, ожидающая, чтобы ее обнаружили те, кто внимательно следит за происходящим. Они были одеты в одинаковые двусторонние зеленые бомберы от бренда Human Made Hope, часть специальной коллекции, выпущенной в сотрудничестве с Джей Хоупом. И да, на первый взгляд, это казалось вполне логичным. Конечно, они хотели поддержать хобби, конечно, они надели что-то, что он разработал. Они могли бы позировать по-другому, они могли бы стоять отдельно, они могли бы сделать что-то игривое, крутое или нейтральное. Если бы целью было только порадовать хобби, этого было бы достаточно. Но они выбрали не это. Вместо этого они выбрали близость. Они решили так крепко переплести пальцы, что между их руками не осталось места. Они решили стоять так близко, что понятие личного пространства просто исчезло. Они выбрали жест, который для большинства людей является глубоко интимным, жест, который имеет значение, хотите вы этого или нет. И больше всего меня поразило не только то, что они это сделали, и то, насколько естественно это выглядело. Как будто это не был особый момент, созданный специально для камеры, как будто это не было чем-то редким и показным, как будто держаться за руки таким образом было для них чем-то привычным. Чем-то обычным, чем-то комфортным, чем-то, о чем не нужно было задумываться. Лично я не могу представить, чтобы держаться за руки таким образом с человеком, которого я считаю просто другом, независимо от того, насколько я ему доверяю, независимо от того, насколько мы близки. Такой уровень физической близости несет в себе намерение, хотят люди это признать или нет. Поэтому вид того, как Тэ Кук это делает, при этом намеренно надев одинаковые куртки, которые явно выглядят как парные наряды, не выходит у меня из головы. Особенно если учесть, что была еще одна похожая версия куртки черного цвета. Кто-то из них мог выбрать ее. Они могли бы продвигать оба дизайна. Они могли бы сделать так, чтобы это выглядело менее скоординированным. Но они этого не сделали. И, возможно, именно это так сильно задело. Потому что ничто в этом не казалось случайным, ничто в этом не казалось небрежным, и все же ничто в этом не казалось натянутым. Это просто казалось честным. И пока я сидела, глядя на эту фотографию гораздо дольше, чем планировала, одна мысль постоянно крутилась у меня в голове. Как давно это стало для них нормой? Сколько таких моментов существует, которые мы никогда не увидим? И сколько раз они выбирали комфорт вместо осторожности, даже когда весь мир настаивал на наблюдении? Это была не просто фотография, это было напоминание. Напоминание о том, что некоторые связи не угасают со временем, они не ослабевают с расстоянием, они не исчезают просто потому, что становится тихо. Некоторые связи остаются такими же, какими были всегда, прочными, знакомыми и глубоко укоренившимися. И одного этого осознания было достаточно, чтобы потрясти меня. После того, как первоначальный шок утих, если он вообще когда-либо утих, мой разум сделал то, что он всегда делает в такие моменты. Он замедлился. Я перемотала время назад. Начала замечать детали, которые сначала не до конца осознавала, детали, которые незаметно привлекали внимание, чем дольше я смотрела, потому что такие моменты никогда не ограничиваются тем, что видно на первый взгляд. Дело в том, что остается неизменным, когда присматриваешься внимательнее. Одной из первых вещей, которые люди заметили, и одной из тех, которые сразу же вызвали вопросы, была майка Чонгука. Одна и та же майка появлялась на нескольких фотографиях. В то же время Тэхьон выглядел так, будто полностью изменился. Разные слои одежды, разные текстуры, разные цвета.
На первый взгляд это показалось непонятным. Это был один и тот же день. Продолжение той же самой прогулки? Или эти моменты были разделены временем, искусно переплетены между постами хобби? Как всегда, мнения разделились. Некоторые считали, что все произошло в один и тот же день, что Тэкук просто сменил одежду между моментами. Другие же были уверены, что они просто сходили поужинать в один день, а на следующий встретились одетыми так, чтобы удивить хобби, причем Чонгук просто надел ту же самую майку. И чем больше я смотрела, тем больше мне казалась правдоподобной вторая версия. На фотографии, где они, кажется, сидят за столом, Чонгук одет в черное. Черные брюки, возможно, кожаные, в сочетании с другой черной курткой и классической рыбацкой шляпой, надвинутой чуть ниже глаз. Это был непринужденный, но продуманный образ. Удобный, практичный. Тэхьон же, напротив, был одет в зеленый свитер и красный шарф, более мягкие текстуры, более теплые цвета, образ, который казался скорее уютным, чем строгим. В тот момент они не выглядели скоординированными. Они выглядели самими собой. И это важно. Потому что если фотографии были сделаны в один день, это означало бы полную смену нарядов, обоих, за относительно короткий промежуток времени. Возможно, да, но это было излишним, особенно если прогулка была неформальной, приватной и была направлена на то, чтобы провести время вместе. Мысль о том, что эти моменты произошли в разные дни, кажется гораздо более естественной, более реалистичной, менее постановочной. Что возвращает нас к фотографии, которая все изменила, той, где они в одинаковых зеленых бомберах. Вот это. Выбор казался неспонтанным. Одинаковые наряды редко бывают такими. Сами куртки были не просто какой-то одеждой. Они были частью Human Made at Hope, выпущенной в сотрудничестве с Джей Хоупом. Носить их уже было значимым. Носить их вместе — это было заявлением, пусть и неявным. Они могли бы подобрать одежду в одном стиле, но без совпадения цветов. Они могли бы выбрать разные цвета, они могли бы вообще избежать симметрии. Но вместо этого они выбрали одну и ту же вещь. Один цвет, один и тот же силуэт, один и тот же визуальный посыл. И вот здесь намерение становится невозможно игнорировать. Потому что такая координация требует общения, она требует согласия, она требует понимания того, как это будет выглядеть, не только для хобби, но и для любого, кто может это увидеть. И все же, несмотря на это, они не стали смягчать образ. Они не увеличили дистанцию, они не отдалились друг от друга в кадре. Вместо этого они стояли ближе, чем нужно. Ближе, чем ожидалось. Достаточно близко, чтобы их плечи почти слились в одну линию. Достаточно близко, чтобы между ними просто не существовало пространства. А потом были их руки. Все еще переплетенные, все еще неподвижные, все еще расслабленные. Это еще одна деталь, которую люди часто недооценивают. То, как они держались за руки. Не напряженно, не осторожно, не так, как будто они этого не привыкли делать. Не было видимого колебания, неловкого угла, не было полурасслабления. Их пальцы были сцеплены так, что это говорило о знакомстве, комфорте, привычке. Как будто это было не в первый раз, как будто они даже не думали об этом. И именно это делало это таким тяжелым, потому что держаться за руки — это не просто филический акт, это декларация близости, декларация, которая не нуждается в словах, декларация, которая не нуждается в объяснениях. Это жест, передающий доверие, чувство безопасности и ощущение общего пространства, куда не пускают посторонних. И они решили это показать. Тихо, мягко, без драмы. В таком выборе есть что-то невероятно важное. В том, чтобы не прятаться, но и не объявлять об этом открыто. В том, чтобы существовать естественно, даже зная, что весь мир наблюдает. И больше всего меня поразило, насколько мало их волновало, как это может быть истолковано. Не безразличие, просто безразличие. Как будто в этот момент они больше не чувствуют необходимости корректировать свое поведение ради комфорта других. Как будто самое важное — оставаться верными тому, что им кажется правильным.
И, возможно, именно поэтому этот момент показался таким сильным, потому что это не было похоже на откровение, это было похоже на преемственность, как доказательство того, что все, что существует между ними, не изменилось, не ослабло, не было изменено временем, расстоянием или молчанием. Оно все еще здесь, все еще присутствует, все еще вплетено в самые незначительные решения. Где сесть, что надеть, насколько близко стоять, чью руку держать. И есть еще кое-что, что нельзя игнорировать — контекст. Потому что это произошло не в изоляции, это произошло в мире, где даже самые незначительные взаимодействия подвергаются тщательному анализу. В индустрии, где близость может стать предметом споров, где близость часто редактируется, обрезается или намеренно скрывается. И все же, вот они, без фильтров, не скрытые, стоят вместе так, что не оставляют места для переосмысления. И пока я сидела, осознавая это, тихо всплыла еще одна мысль, которая сделала этот момент еще более тяжелым. Если это то, что им сейчас комфортно показывать, что же должно существовать за кадром? Какие моменты нам не суждено увидеть? Какие жесты, привычки и тихие моменты комфорта происходят, когда камеры совсем нет? Эта фотография не казалась исключением. Она казалась мимолетным взглядом, маленьким окном в нечто стабильное и непрерывное, нечто, что больше не нуждается в доказательствах. И тогда я понял кое-что важное. Дело было не только в одинаковых куртках, дело было не только во времени, дело было не только в фотографии, где они держатся за руки. Дело было в отсутствии страха, отсутствии колебаний, уверенности, которая возникает от точного понимания того, каковы твои отношения с кем-то, настолько твердо, что ничто за пределами этой связи не имеет значения. И эта уверенность, она не появляется за одну ночь, она строится годами, в общих пространствах, в моментах как публичных, так и мучительно личных. И по мере того, как мы движемся вперед, эта уверенность становится еще более очевидной, когда мы оглядываемся назад, когда мы связываем этот момент с другими, которые были до него. Моменты, которые отражают этот таким образом, что их невозможно игнорировать. Моменты, которые напоминают нам, что это не ново, это знакомо. И в следующей части эта знакомость становится неоспоримой. Что-то в выражении лица Чонгука осталось в моей памяти надолго после того, как я перестала смотреть на фотографию. Сначала я не могла точно определить, что именно. Это не было драматично, это не было преувеличено. На самом деле это было достаточно тонко, чтобы тот, кто не обращает пристального внимания, мог этого совсем не заметить. Но для тех, кто помнит, тех, кто внимательно наблюдал за Тикуком на протяжении многих лет, это было безошибочно. Я видела это выражение раньше. То, как Чонгук сжал губы, он словно сдерживал улыбку, которая не хотела оставаться скрытой. Его взгляд смягчился, лицо расслабилось, и тело естественно прижалось к Тэхёну, без скованности и осознания камеры. Это не было волнением, это было утешением. И тут всплыло воспоминание, настолько ясное, что казалось почти намеренным. Тот момент в самолете. Тесное пространство, приглушенное освещение. Тэхён сидит на коленях у Чонгука, и они вместе смотрят фильм в середине полета. Никаких громких заявлений, никакого представления. Просто два человека, находящие комфорт в близости, естественно приспосабливающихся к ограниченному пространству без колебаний. Тогда у Чонгука было такое же выражение лица. Это тихая, сдержанная улыбка. Та, которая выглядит так, будто человек совершенно доволен, но не чувствует необходимости доказывать это кому-либо еще. Увидев это снова, спустя годы в совершенно другой обстановке, я испытала дежавю в самом эмоциональном смысле. Потому что такие выражения лица не отрепетированы, они не натянуты. Они появляются тогда, когда человек чувствует себя достаточно безопасно, чтобы быть самим собой. И Чонгук выглядел безопасно. Больше всего меня поразило, насколько все это казалось неизменным. Время прошло, обстоятельства изменились, публичная известность изменилась, и все же суть их взаимодействия осталась неизменной. Все та же инстинктивная близость, все то же невербальное общение, все та же легкость, не требующая объяснений.
Не было никакой неловкости в том, как они стояли вместе, никакого напряжения в том, как они держались за руки, никакого ощущения, стоит ли нам это делать. Наоборот, казалось, что все наоборот, как будто Чунгук хотел быть там, как будто Тэхён ожидал его присутствия, как будто ни один из них ни на секунду не сомневался в этом. И это то, что нельзя подделать. Часто говорят о химии, но одной химии недостаточно, чтобы создать такого уровня близости. Это приходит со временем, реальным временем, проведенным вместе как в обычных, так и в необычных моментах. Моментах, когда мир исчезает, моментов, когда присутствие одного человека становится опорой. И именно поэтому эта фотография вызвала у меня такие сильные эмоции. Потому что она не существовала изолированно. Она отражала моменты, которые мы уже видели, моменты, которые игнорировались, преуменьшались или объяснялись, и все же они здесь снова. Повторяя те же шаблоны, делая тот же выбор, выбирая близость вместо расстояния. И еще то, как органично Тэйхён вписался в этот момент. Он не играл на камеру, он не пытался выглядеть игривым или озорным. Его поза была расслабленной, выражение лица мягким, а присутствие спокойным. Он выглядел так, будто ему место именно там, где он находится, рядом с Чонгуком. Держит его за руку, разделяя кадр, но не доминируя над ним. В языке тела Тэйхёна чувствовалась тихая уверенность, уверенность, которая приходит от осознания того, что тебя принимают полностью, не просто терпят, не просто позволяют, а хотят. И это важно, потому что когда два человека не уверены в своих чувствах, их тела выдают их, они колеблются, они двигаются, они слегка отступают даже неосознанно. Ничего подобного здесь не было. Вместо этого тишина. Ощущение этого достаточно. И эта тишина говорила о многом. Что также бросилось мне в глаза, так это то, как мало их волновало, как будет воспринят этот момент. Это не было попыткой кого-либо в чем-либо убедить. Это не было посланием, направленным вовне. Скорее, это было внутреннее чувство. Как момент, который существовал сначала для них, а для нас лишь по совпадению. И тут я поняла кое-что важное. Люди, которые что-то скрывают, ведут себя иначе, чем те, кто что-то защищает. Скрытие порождает напряжение, защита порождает спокойствие. А этот момент ощущался спокойным. Он ощущался защищенным. Не в том смысле, что он был спрятан, а в том смысле, что ему не требовалось подтверждения. Как будто они достаточно доверяли силе того, что их связывало, чтобы позволить этому существовать естественно, без объяснений. Так не поступают люди, неуверенные в своей связи. Так поступают люди, которые точно знают, что значит друг для друга. И когда вы сравниваете этот момент с прошлыми, сидение на коленях в самолете, тихие прикосновения, обмен взглядами, становится все труднее и труднее назвать это совпадением. Патчи повторяются не просто так. Комфорт повторяется, потому что он знаком. И такая знакомость не исчезает, если только что-то принципиально не меняется. Ничто здесь не указывало на перемены. Скорее, это указывало на преемственность, рост без потерь, эволюция без разделения. И пока я осознавал это, начало всплывать нечто еще. Нечто, что добавило еще один слой смысла к этому и без того ошеломляющему моменту. Потому что позади них, тихо, на заднем плане, скрывалось нечто почти символическое, ожидающее внимания. Нечто маленькое. Нечто, что легко упустить из виду, но однажды увидев, невозможно игнорировать. В конце концов, вы можете представлять Тэхьона и Чунгука как угодно. Вы можете выбирать ярлыки, интерпретации, теории, или же можно все списать на совпадение, если так проще. Можно спорить об ракурсах, времени, намерениях или контексте, можно пытаться рационализировать то, что и так подсказывает сердце. Но ничто из этого не меняет того, что действительно важно. Потому что в такие моменты, тихие, непринужденные и глубоко человечные, они выглядят самыми счастливыми. Они выглядят свободными. Свободными от объяснений, свободными от ожиданий, свободными от постоянной необходимости что-либо доказывать или отрицать.
То, что мы увидели, не было чем-то громким или провокационным. Это не было задумано как шок и уж точно не было инсценировано ради внимания. Это были просто два человека, комфортно живущих в одном пространстве, выбравших близость без колебаний и показавшие нам, без слов, что все, что их объединяет, осталось неизменным. Сильными, устойчивыми, неизменными. И, возможно, именно поэтому это так сильно задело. Потому что в индустрии, построенной на контроле, дистанции и тщательно продуманных сюжетах, увидеть что-то настолько естественное кажется почти революционным. Это напоминает нам, что настоящие связи не исчезают только потому, что они не всегда видны. Они не ослабевают только потому, что проходит время, и они не угасают только потому, что мир упорно отворачивается взором. Иногда самые сильные моменты — это те, о которых не говорят. Они приходят тихо, они мягко задерживаются, и они остаются с вами еще долго после того, как экран гаснет. Сообщество Текука всегда было здесь, не потому, что мы навязываем смысл там, где его нет, а потому, что мы научились распознавать постоянство. Мы научились доверять закономерностям, и мы поняли, что терпение часто раскрывает больше, чем любой шум. Чем дольше мы ждем, тем больше нам напоминают, почему мы вообще в это верили. Я всегда буду таким человеком, когда дело касается Текука. Я всегда буду замечать такие моменты, потому что они важны, потому что они рассказывают историю, которую одними словами невозможно полностью передать. И если этот момент — это простая фотография, где они держатся за руки и одеты в одинаковые куртки, чему-то нас научил, так это вот чему. Некоторые связи не нуждаются в объяснении. Их не нужно защищать, они просто существуют. И когда Тэхьон и Чунгук стоят рядом вот так, комфортно, спокойно и тихо сияя, невозможно не заметить, где они чувствуют себя наиболее комфортно — друг с другом. И именно это, больше всего остального, делает этот момент незабываемым.